Доброго времени суток всем тем, кто просто заглянул на наш с вами канал. Друзья, в общем, опять пришла такая новость. По Германии началось, что просто уже невыносимо. У людей уже терпения просто не хватает. Беженцы из Украины, это касается сейчас не всех, конечно, как девушка скажет, 30% нормально, а 70% ведут себя, просто, не знаю, понимаете, в чужой дом, как говорится, в чужой монастырь со своим указом не ходят, но, по-моему, этим закон не писан. Везде они чувствуют себя дома, везде, понимаете, вот где бы они ни были, они чувствуют себя дома, они уже просто до такой степени обнаглели. Да, именно обнаглели. Я констатирую сейчас факты, что они предлагают российским немцам, то есть нам, покинуть Германию. Давайте послушаем, что расскажет сейчас девушка с Германии. Всем привет! Хочу обратиться ко всем украинцам, которые едут в Германию. Дорогие украинцы, какое имеете вы право оскорблять русский народ? Во-первых. Во-вторых, какое имеете вы право говорить поздним переселенцам, что они не имеют права здесь жить? Вы кто такие? Если вы такие патриоты своей родины, оставайтесь на своей родине, воюйте там, разбирайтесь со своим правительством. Вам все виноваты, кроме вас. Вы не имеете права оскорблять людей, которые живут в Германии. Вам ясно? Мы здесь живем, мы работаем, кто-то учится. Платим налоги, живем по правилам Германии, разговариваем на немецком языке, и вас не должно это касаться вообще никак. Вы приехали, будьте добры, соблюдать все правила Германии, не открывать свой рот там, где вас вообще не просили. Просто уже вот так вы сидите по горло везде, вот просто. Вас настолько, я не говорю, что все плохие, 30% действительно они беженцы. Почему-то русский народ, который здесь живет, поздние переселенцы, вас никак не гнобят. Почему вы имеете право открывать свой рот? Вот это я вообще не понимаю. Вы приехали, будьте солидарны. Если вы хотите какой-то поддержки, то вы не должны. Мы вам помогаем, даем вам вещи, деньги, даем деньги на хлеб, кормим вас. А вы берете наше правительство, немецкое, потому что мы находимся здесь. Мы платим налоги, вы за эти деньги питаетесь и хотите загнобить именно тот народ, который здесь живет. Это не ваше право, понимаете? Очнитесь. Плохо вам? Езжайте, пожалуйста, в свою страну, не ведите разборки, не кидайтесь на нормальных, обычных, ни в чем не повинных людей. И не учите, пожалуйста, своих людей, детей, людей к такой агрессии. Так, ну что, друзья, попробую прокомментировать. Хотя очень тяжело без мата вот это комментировать. Ну, во избежание проблем с ютубом и с законом, объясню так, как смогу. Насчет того, что чтоб мы убирались из Германии, эта девушка права. Лично мне это не говорили никогда, но в комментариях такое писали. Так вот, для тех, кто в танке, мы здесь живем легально по приглашению немецкого правительства. Еще раз подчеркиваю, по приглашению немецкого правительства. Мы этнические немцы. У нас есть немецкие паспорта. Кое-что тут прикрыто, чтобы то, что не надо видеть. В которых написано, что мы граждане Германии. Так вот, беженцы, которые
требуют, чтобы мы убрались куда-то. Мы здесь, у себя дома, а вы у нас в гостях. Вы живете за наши налоги. И за вас у нас поднялись цены на бензин, на солярку. Соляра уже 2 евро стоит. В магазин я недавно зашел, цены опять подпрыгнули на 20-30 центов. Это все из-за вас. Поднимается все, чтобы Германия могла содержать вас. И вы за мои же налоги и за налоги вот этой девушки и всех остальных жителей Германии нам еще имеете какую-то вот бессовестность какую-то, и вы требуете, чтобы мы куда-то поехали? Еще раз повторяю, это вы поедете, а мы у себя дома. Я понимаю, что прибежав сюда, вы раскрыли рты и увидели, что многие русские здесь, в Германии, имеют свои фирмы, имеют свои заводы, имеют рестораны и русские магазины. Кстати, русские магазины сейчас, эти вот беженцы, это не касается всех беженцев, но отдельные вот из них, которые вот это творят, обливают краской русские магазины, есть уже фотографии в интернете. Автобусы, как-то я выставлял, у мужика у нашего 30 автобусов, залезли к нему в гараж и разбили все, что можно было, там натворили с этими автобусами. Вы понимаете, вы творите такие чудеса, вы привыкли жить в беззаконии. Здесь вы будете жить по законам Германии. Теперь еще люди приходили мне здесь на видео, которые я стер, и писали, что русскоязычным то фарш подкинут в почтовый ящик. Это много чего означает. Так вот, те, кто живет в Германии, как бороться вот с этими? Применять силу не стоит. Зачем нам проблемы, выплачивать штрафы и все остальное? Обращайтесь, каждое вот это ихнее действие, злодействие должно фиксироваться в полиции. Чем больше будет заявлений на них, тем быстрее очистят Германию от них. Вы помните, как беженцы из Сирии тут тоже вытворяли всякие вещи. И где они теперь? Всех потихонечку депортировали. И этих депортируют. Осталось очень-очень-очень мало. Это те, которые работали и все такое. Которые нигде не засветились в каких-то драках или еще в чем-то. Вот те остались, те и будут. Также будут с украинцами. А те, которые будут беспределить, будут депортированы отсюда. Я никого не призываю к каким-то другим действиям. Я призываю делать по закону. Но я знаю, что наш народ терпеливый, как и русский народ. Но если здесь... В общем, я не могу много говорить. Но если люди закипят, а я смотрю, уже градус кипения-то большой. У нас, вот я сейчас, украинцы меня смотрят, передайте своим вот этим беженцам, может и беженцы посмотрят. У нас в 2015 году, когда бежали из Сирии, они тут насиловали, грабили, они много чего тут делали. И дошло до того, что изнасиловали 14-летнюю девочку. Так вот, вы эти видео можете в Ютубе найти, они до сих пор есть. Вся Германия встала русскоязычная. И в правительстве Германии очень это не понравилось. Тогда фрау Меркель у нас была канцлером. Еще раз повторяю, вся Германия встала. Во всех городах прошли огромные шествия. И полиция, все лагеря, где вот эти беженцы были, позакрывала и поставила туда охрану, полицейские стояли, охраняли. Не доводите, украинцы, не доводите, просто не доводите. Не будите в нас русского медведя. Не надо. Еще раз для Ютуба теперь повторяю. Я никого не призываю никаким действиям. Просто показал то, что есть. И жалобу людей Германии о том, что творят беженцы. Конечно, это не все беженцы. Ну, как девушка сказала, 30% вот нормальные, а 70% что-то с ними не то. И еще, украинцы, вы не у себя дома. Запомните это. Вы у нас дома.
И с наших налогов вы едите и в тепле находитесь. Так что как-то так. Друзья, всем спасибо за внимание. Всем, кто посмотрел это видео. Прокомментируйте, напишите свое мнение об этом всем. Буду ждать ваши комментарии. Всем пока и удачи. Главное, мира и добра всем, и здоровья. Всем удачи.